Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такой нежнейший, красивейший узор крючком. Вяжется он очень просто. Я в уроке предоставляю схемку, выполненную в моей студии. И самое главное, мы с вами рассмотрим, как выполнить обратное пико в ажуре. То есть такие пико мы с вами умеем выполнять, если не умеете, повторим. А вот видите, нижние или обратные, ну их скорее всего, да, нижние мы так и будем называть, именно в ажуре мы с вами еще не выполняли. Я покажу, как можно выполнить такое пико. И обязательно с вами выполним вот такую красоту. Для работы я использую крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок 169 метров в 50 граммах. Вы можете взять буквально любую пряжу, подобрать крючок, узор будет великолепно смотреться, и из полушерсти будет также хорошо смотреться, и из полухлопка. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашего узора с 43 петель. Цепочку набираем из 43 петелечек. Смотрите, раппорт в ширину у нас 16 петель. Я выполню 2 раппорта, и в начале я выполню 3 петли для симметрии, в конце 8. Если вы посмотрите на схемку, все хорошо расписано. Для тех, кто не читает схемы, я рассказываю. Итак, мы набираем 43 воздушные петли. Я начну выполнять воздушные петелечки, вы продолжите самостоятельно. Я выполнила цепочку из 43 воздушных петель. И приступаю к выполнению первого ряда. Первый ряд — это у меня первый ряд раппорта в высоту. Напоминаю, что в высоту у меня раппорт 8 рядов. Что я делаю? Я выполняю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Далее я выполняю 2 петли арки. 1, 2. Накид на крючок, и смотрите очень внимательно. Я ввожу крючок в 9-ю петлю от крючка. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И выполняю столбик с накидом. Вот таким образом. Далее я выполняю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Выполнили накид. И пропускаю в цепочке 1, 2, 3 петли. В 4-ю ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. Продолжаем работу. И теперь смотрите очень внимательно. Мы с вами будем выполнять арочки с нижним пиком. Выполняю 3 воздушные петли арки. 1, 2, 3. И у меня над 3-й петлей будет пико из 3 воздушных. Что я делаю? Я выполняю 3 воздушные петли арки. 1, 2, 3. Далее, смотрите, я вытягиваю немножко рабочую петлю, отсчитываю от рабочей петли 1, 2, 3, 4. В 4-ю петлю ввожу крючок, вот таким образом, видите, да? Захватываю мою рабочую петлю, можете немножко придерживать, чтобы вам удобно было, и выполняю пико. Продолжим. Далее я выполняю 5 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5. И еще одну петлю, над которой у меня будет пико. И опять 3 воздушные петли пико. 1, 2, 3. Отсчитываю от моей петли 1, 2, 3, 4, ввожу крючок вот таким образом,
захватываю свою петлю и протягиваю. Далее я выполняю 2 воздушные петли арки. И теперь смотрим, что у нас получилось. Видите, пико сами ложатся вниз. Вот таким образом. Очень красиво и очень просто. И мы продолжаем с вами работу. И будем выполнять столбик с накидом. Давайте еще полюбуемся на наше красивое пико. Видите, сами смотрят вниз. И как мы договорились, продолжаем работу. Я выполняю накид на крючок. И смотрите, очень внимательно ввожу крючок в 12-ю воздушную петлю. Я ее немножечко уже для себя вытянула, специально заранее посчитала. То есть у вас должно здесь получиться 11 воздушных петелечек. Обязательно внимательно выполняйте первый ряд. Пересчитывайте лучше 2 раза. И я выполняю столбик с накидом. То есть мы пропустили 11 воздушных петелечек, в 12-ю ввели крючок и выполнили столбик с накидом. Далее 1, 2, 3, накид, 1, 2, 3 пропускаю, в 4-ю ввожу крючок, выполняю столбик с одним накидом. Вот таким образом. Далее опять мы будем с вами выполнять арочку с нижним пико. Давайте я первый ряд полностью с вами провяжу до самого конца. Хотя здесь и повторы идут, но мы с вами уже посмотрим, как будет распределение петелечек идти. Смотрите, мы берем и выполняем 3 воздушные петли. На 3-й петлей у нас будет пико, то есть 1, 2, 3 и я отсчитываю 1, 2, 3, в 4-ю ввожу крючок, захватываю нить и подтягиваю. Выполнили. Далее продолжаем. Выполняем 5 и 1. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных и 1. 5 и 1, ну 5 и 1, наверное. И далее, опять же, пико из 3 воздушных. То есть 1, 2, 3. Отсчитываю 1, 2, 3. Давайте возьму поудобнее. 1, 2, 3. И в 4-ю ввожу крючок. Видите, да? И захватываю и подтягиваю. Остается мне выполнить 2 воздушные, накид. Опять же я отсчитываю 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Опять же останавливаемся, обязательно себя проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Выполнили все верно. Видите хорошо наши нижние пико, вот они прямо вниз и смотрят. Далее я выполняю 3 воздушные петли, накид, 1, 2, 3, в 4-ю ввожу крючок, столбик с накидом. И завершаю ряд, 2 воздушные, накид, 1, 2 и в 3-ю ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Вот такая нежность и красота у меня получилась. И я могу приступать к выполнению следующего ряда. И приступаем к выполнению следующего ряда. Это 2-й ряд у нас с вами и 2-й ряд раппорта в высоту. Мы выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И 2 петли арки. 1, 2. Работу разворачиваем. И далее накид на крючок и над столбиком предыдущего ряда
я буду выполнять столбик с накидом. Вот таким образом. Далее под арочку из 3 воздушных я провяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее накид и ввожу крючок в вершинку, столбик с накидом. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И смотрите, очень внимательно. У нас между пико 5 петель. Вот смотрите, я сейчас их покажу, вам хорошо видно. 1, 2, 3, 4, 5. И в центральную петлю, то есть третью, 1, 2, 3, я ввожу крючок, то есть не под арку, а именно в петлю. И выполняю столбик с накидом. Видите, пико наши смотрят вниз, смотрятся аккуратненько и красиво. А мы продолжаем работу и выполняем арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И теперь будем выполнять столбики с накидом уже над нашими столбиками. Первый столбик. Далее под арочку я провязываю 3 столбика. 1, 2, 3 и вершинку столбика предыдущего ряда. Далее вы выполняете все точно так же, то есть опять у нас будет арочка из 5, столбик, и выполняйте до конца вашего ряда. Я завершу выполнение узора вместе с вами. Я завершаю выполнение 2 ряда узора вместе с вами, как мы и договаривались. Смотрите, после наших столбиков с накидом я выполняю 2 воздушные петли, накид на крючок, и очень внимательно. Смотрите, я пропускаю первую петлю, вторую, и в третью петлю от вершинки нашего столбика ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Вот таким образом. Тогда край полотна будет у нас красивый и аккуратный. И могу приступить к выполнению 3-го ряда узора. Выполняю 3 воздушные петли подъема, 3-й ряд узора, 3-й ряд раппорта в высоту у нас. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид. Очень внимательно я пропускаю одну вершинку, в следующую я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. И так я провязываю всего 3 столбика. Первый готов, в следующую вершинку 2. И далее 3 выполнили. 3 столбика с накидом. Все просто. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И теперь смотрите, вот мой столбик. Я ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. Далее накид, вершинку столбика и накид опять же рядышком. То есть 3 столбика, видите, да, готово. Далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняем точно так же, как здесь. То есть накид, я пропускаю одну вершинку, в следующую ввожу крючок и выполняю 3 столбика с накидом. И так я чередую, опять же, арочку, 3 столбика до конца моего ряда. Давайте я остановлюсь. Закончу я выполнение 3-го ряда узора вместе с вами. И я, как и договаривалась, вместе с вами завершаю выполнение
третьего ряда моего узора аэропорта в высоту. Я выполняю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид на крючок. Смотрите, очень внимательно. Я ввожу крючок 1, 2 в третью петлю. У меня получается третья петля от крючка, и это третья петля подъема. Видите, да? То есть снизу это тоже третья петелечка. Вот таким образом выполняю столбик с накидом. Провязали. Мы с вами завершили выполнение третьего ряда раппорта в высоту. И можем приступить к выполнению четвертого ряда. Напоминаю, что у меня в уроке дана схемка, выполненная моей студией. Мы продолжаем. Я выполняю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Далее я работу разворачиваю и выполняю еще 2 петли воздушные. 1, 2. И теперь я выполняю над моей петелечкой пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок. Обратите внимание, у нас, чтобы цепочка не была перекручена, то есть я ее теперь разворачиваю и ввожу крючок в 4-ю петлю. 1, 2, 3. Вот таким образом. И выполняю соединительную. Пико готово. Далее 2 воздушные. 1, 2. Накид. Пропускаю вершинку, в следующую ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Видите, аккуратненько и красиво получается. Далее мы опять с вами будем выполнять воздушные. 1, 2, 3. И над третьей воздушной я выполняю пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю. Здесь у нас не перекручивается ничего. Мы обыкновенно делаем пико над воздушной из 3 воздушных. 2 петли арки. Далее накид. Я под арочку ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. Видите, в этом случае у нас пико смотрят вверх. В этом случае вниз, да, видно. Хорошо зафиксированы, не перекручиваются. Продолжаем работу. Теперь в каждую вершинку я выполняю по столбику с накидом. 1, 2, 3. И 1 столбик под арочку. Всего у меня должно получиться 5 столбиков. Обязательно себя проверяйте. Видите? Далее опять мы выполняем с вами то же самое. То есть мы выполняем арочку с пико. 1, 2, 3. На третьей мы выполняем пико из 3 воздушных. 1, 2, 3 и в 4-ю. Соединительная. Далее 2 воздушные. Накид. И столбик в центр из 3 столбиков. Вот таким образом. Ну, то есть вот повторяем все то, что мы выполняли в начале с вами ряда. Видите, да? Далее продолжаем. 1, 2, 3. Пико из 3 воздушных. Вводим крючок в 4-ю петлю от крючка. Соединительная. Пико готово. 2 воздушные. И далее опять у нас будет с вами вот таких 5 столбиков. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно до конца ряда, а я завершу выполнение нашего ряда вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего 4-го ряда. 4-й ряд и 4-й ряд раппорта в высоту у нас с вами. И я ввожу крючок, смотрите, после того, как я выполнила арочку с пико, я ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема. Очень внимательно. 1, 2, 3. Я ввожу в нее крючок и выполняю столбик с накидом. Мой 4-й ряд
раппорта в высоту, ну и моего узора завершен. И я могу приступить к выполнению 5-го ряда. 5-й ряд у меня опять же будет с пико. И я покажу вам 2 варианта захвата нити при выполнении нижнего пико. Выполняем 3 воздушные петли подъема. Напоминаю, мы приступили к выполнению 5-го ряда раппорта в высоту. 3 петли подъема. Далее выполняем 2 петли нашей арки. Я работу разворачиваю и выполняю 1, 2, 3. Здесь мы немножко необычно, потому что начало работы и цепочка, чтобы не перекручивалась, пико будет захватываться за, как и ранее, да, мы с вами делали, то есть за обратную сторону цепочки. Отсчитываем 1, 2, 3. В 4-ю я ввожу крючок. И теперь смотрите, можно вводить и захватывать верхнюю только петелечку, а можно вводить и захватывать за 2 петли. Вот таким образом. Ну, я сейчас захвачу, как и ранее, за верхнюю, выполню. И мы дальше с вами еще посмотрим. Ну, еще раз провяжем и посмотрим. Далее я выполняю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И еще одна петля, на которой будет у нас с вами пико. И пико 1, 2, 3. И теперь у нас цепочка уже не перекручена. Мы с вами смотрим. Значит, я отсчитываю. Смотрите. 1, 2, 3. И вот моя 4-я петля. Опять же, я могу захватывать за одну нить, как мы с вами делали ранее, да? Но в этом случае она немножечко как бы вытягивается. Меня это не смущает. Если вас это смущает, вы можете вводить крючок и захватываться за 2 нити. Вот таким образом. Видите? В этом случае пико, оно как бы немножечко, ну скажем так, объемнее получается и больше торчит. Ну, смотрите, как вам нравится больше. Я захватываю за верхнюю, мне так нравится больше. Я показала вам варианты. И бывает, из разной пряжи можно выбрать, ну, тот вариант, который вам больше нравится, потому что по-разному смотрится пико, когда пряжа, допустим, разная, да? Я использую именно такой. Все, я выполнила. И далее я продолжаю 2 воздушные, то есть продолжаю выполнение своего узора. Накид на крючок. Я ввожу крючок в вершинку самого вот этого первого моего столбика и выполняю столбик с накидом. Обращаю ваше внимание, кто читает схемки. Схемка у меня предоставлена в уроке, выполнена в моей студии. Вы только можете уже в самом уроке посмотреть, да, приемы провязывания. Далее я выполняю 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. Пропускаю и ввожу крючок в столбик. А далее у меня опять же идут арочка моя с пико. 1, 2, 3. Нижнее пико выполняем. 1, 2, 3. В 4-ю петлю от крючка, видите, да? И подтягиваю. Нить расслоилась. Я вытяну сейчас и поправлю. Пико готово. Я продолжаю работу. Выполняю 5 и 1. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И 1, над которой будет пико. Пико опять же из 3. Отсчитываем от своей петли 4-ю петлю. Вот она. Видите, да? И захватываю нить. Захватываю, точнее, рабочую петлю и подтянула. Пико наши получаются нижние, хорошо смотрятся, не перекручиваются. 2 воздушные. И я продолжаю, опять же, ввожу крючок в вершинку. То есть все повторяется. Вы выполняете
до конца ряда этот рисуночек. Вводите крючок в последний столбик и столбик с накидом. Я завершу выполнение ряда вместе с вами. И я завершаю выполнение вместе с вами 5-го ряда. Очень внимательно смотрите, после выполнения нижнего пико я выполнила одну воздушную еще, далее накид на крючок, и теперь я ввожу крючок в 3-ю петлю подъема. 1, 2, 3. И выполняю столбик с накидом. Выполнили. Я провязала столбик с накидом. И мы можем приступить с вами к выполнению 6-го ряда. Давайте посмотрим, что у нас получается. Видите, да, я не прижимаю, не отпариваю пико, они у меня смотрят вниз. То есть так выполняется нижнее пико. И 6-й ряд мы начинаем. Мы выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Далее я работу разверну и буду выполнять петли арки. Я выполняю 4 петли арки. 1, 2, 3, 4. Накид на крючок. И смотрите, ввожу крючок. 1, 2, 3. Ну, то есть мы уже с вами так делали. И провязываю столбик с накидом. Вот таким образом. То есть, вот видите, да, мы точно так же с вами сделали, только сейчас смещение у нас идет. Выполнили. Далее мы выполняем арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И теперь смотрите, над нашими вот этими воздушными столбиками мы будем провязывать столбики с накидом. Я считаю. Первый столбик. Под арочку я провязываю 3. Второй, 3, 4, под арочку, видите, 3, и 5-й я провязываю вершинку. Выполнили. Видите, у нас как бы симметрия с вами получается. Далее я продолжаю работу. И, кстати, видите, немножечко провис у меня столбик. Мне это не нравится. Я всегда в таком случае перевязываю. Это у меня 3-й. Такое происходит, когда нижнюю часть столбика немножко вот рука ослабевает. Видите, да, совсем по-другому смотрится. И продолжаю, то есть я выполняю арочку из 5 воздушных и 1, 2, 3, 4, 5, накид, и ввожу 1, 2 в 3-ю петлю. Столбик с накидом, 1, 2, 3, 4, 5, и опять же наши столбики выполняем. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. У нас это получается 6-й ряд нашего раппорта высоту или узора. И я завершу выполнение этого ряда вместе с вами. Я завершаю выполнение 6-го ряда. И смотрите, очень внимательно. Я выполнила арочку из 5, столбик с накидом, и далее арочка из 4 воздушных. Видите, их хорошо видно. Далее накид на крючок, и я ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема. Считаем 1, 2, вот моя 3-я петля. И выполняю столбик с накидом. 6-й ряд у меня завершен. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой красивейший ажур получается. И мы можем приступить к выполнению 7-го ряда. 7-й ряд простенький у нас. Выполняется быстро. Что мы делаем? Мы выполняем 3 воздушные петли подъема. Далее арочка из 3 воздушных. Я сразу ее выполню. Работу разворачиваю. И теперь смотрите. Накид я над столбиком. Буду выполнять столбик и еще один столбик до, вершинку и после. И всего, то есть у меня 3 столбика должно получиться, видите. Выполнила. Далее я выполняю арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пропускаю и опять же
Считаем 1, 2 и 3. То есть в начале нет столбика и в конце тоже 3 столбика. Мы везде с вами вяжем по 3 столбика. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И опять же под арку. 1, 2 и 3. И далее 5. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. И 7 ряд, выполнение его я закончу вместе с вами. Я завершаю выполнение 7 ряда раппорта в высоту, 7 ряд моего узора. Смотрите, я выполнила арочку из 5 воздушных, 3 столбика. Далее очень внимательно я выполняю 3 воздушные петли арки, накид и ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема. Очень внимательно отсчитываем 1, 2 и вот она 3-я моя петля. Я ввожу в нее крючок и выполняю столбик с накидом. Обязательно проверяйте, смотрите внимательно. И далее я буду выполнять, давайте посмотрим, что получается. Видите, нежнейший ажурный узор, последний 8 ряд моего узора и раппорта в высоту. Я выполняю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Далее я выполняю 2 петли арки. Выполнили. Работу разворачиваю и буду выполнять столбики с накидом. Выполняю накид на крючок, под арочку выполняю столбик с накидом. Далее в каждую вершинку по одному столбику. И считаю. 1, 2, 3. Далее столбик выполняю под арочку. И обращаю ваше внимание, что всего у вас должно получиться 5 столбиков. Выполнили. Продолжаем работу. И далее мы с вами будем выполнять 3 воздушные петли и на 3-й пико. Выполняем 3. Далее 3 петли пико. Ввожу крючок в 4-ю петлю от крючка и выполняю соединительную. Далее 2 воздушные, накид и центральную вершинку, видите, вот я провязываю столбик с накидом. Далее продолжаю. 1, 2, 3 воздушные, на 3-й пико из 3 воздушных, 3 воздушные, отсчитываю 1, 2, 3 в 4-ю и соединительная. И далее 2. Выполнила накид, и над моими столбиками я буду выполнять столбики с накидом. 1 до, далее в каждую вершинку, то есть первый я подарочку выполнила, 2, 3, 4 и опять подарочку 5. Смотрим, что у нас получается. Далее мы опять же с вами выполняем все точно так же. То есть арочка с пико и столбик 1 у нас будет с накидом. Так мы с вами выполняем 8 ряд до конца. Я завершу выполнение ряда вместе с вами. Мы с вами выполнили 8 ряд нашего узора и раппорта в высоту. И я завершаю вместе с вами выполнение этого ряда. Смотрите, после наших 5 столбиков с накидом я выполнила 2 воздушные. И теперь накид на крючок, ввожу крючок 1, 2, 3 в 3-ю петлю подъема. Очень внимательно. И выполняем столбик с накидом. Проверяем. Все выполнили верно. Мы с вами выполнили 8 раппортов в высоту, ой, прошу прощения, 8 рядов в высоту. Это раппорт у нас. И далее мы повторяем с 1 по 8 ряд на необходимую вам высоту. Нежнейший получается ажурный узор. Видите, да? И мы с вами научились вязать нижнее пико. Напоминаю, что у меня в уроке предоставлена схемка.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такой нежнейший красивый узор, который вы можете использовать буквально для всего, начиная от изделий, заканчивая скатертью, покрывалом. Великолепно будет смотреться из любой пряжи. Также мы с вами рассмотрели выполнение пико нижнего. И напоминаю, что в уроке предоставлена схемка этого узора, выполнена моей студией. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Не забывайте ставить лайки и до новых встреч.